Привет-привет! Меня зовут Людмила, и вы на моем канале Людмила Шпакова в потоке. Название нашего сегодняшнего разбора «Что он скрывает?». И сегодня у нас будет 3 позиции. Загадывайте, пожалуйста, своих мужчин, да, в которых вы, может быть, не совсем уверены. Может быть, хотите знать, что там у него на уме. Да? Человек как-то себя, может быть, странно ведет в отношении вас. Ну и, собственно, начнем мы с сигнификации ваших отношений. Что происходит? Из чего состоит ситуация между вами с этим мужчиной? И если сигнификация срослась, сошлась, да, то тогда вы смотрите далее. А вот далее мы с вами посмотрим. Первое. Что человек скрывает в целом, да, то есть как бы вообще, что он от вас скрывает. Если будет что копать, да, мы посмотрим, может, он вообще ничего не скрывает. И второе, это какие мысли о вас он скрывает от вас же. Да, потому что человек может что-то вам говорить, а что-то не договаривать. Ну, поэтому, я думаю, будет такой вот полноценный, полномасштабный просмотр человека. Итак, двоечки, троечки идут в ожидание. Мы начинаем с единичек. Что между вами? Любовная любовь прям между вами. Давайте посмотрим. Что за любовная любовь такая? Какая любовь в мечтах вся. Так. Чей тогда это туз кубков? Ну-ка. Чей туз кубков? Его. Ну, здесь, знаете, кончилось все, даже не думай, как говорится. Забавная такая ситуация. У нас обычно девчонки такие страдающие, да, как бы любящие, сидящие на заваленке, ждущие мужчин. А здесь все идет со стороны мужчины. То есть, смотрите, сейчас между вами нет никакого общения. Идет ощущение, что отношения закончены. И, возможно, существует блокировка кого-то кем-то, да. Может быть, блокировка имеется в виду, что просто нельзя в свободном формате написать, нельзя в свободном формате проявиться, позвонить. Кто-то не свободен, кто-то нарушает там какие-то социальные общественные нормы, если позвонит. Да? То есть ситуации существуют всякие. Здесь двоечка мечей говорит о том, что общение между вами сейчас заблокировано, закончено, и один из партнеров не хочет видеть какую-то истину. Да? Вот, значит, всегда мы обвиняем вот в этих всех вещах и грехах мужчин. Но у нас с вами сигнификация началась с туза кубков. Да? И это карта любви, это карта наполненности, это карта эмоций, да, которые переполняют. И когда я вижу, что отношения закончены, да, а мы начинаем с туза кубков, хочется спросить, а у кого в сердце в таком случае такое количество эмоций? И нам выдают вашего мужчину? Не вас. Значит, такое ощущение, что здесь вы закончили отношения, вы поставили человека перед каким-то выбором на данном этапе, вот, и он чувствует себя опустошенным, разочарованным. Он понимает, что разочаровал вас в чем-то, вот, и влюбленным, потому что он здесь и кубковый король, у него здесь и туз кубков, и у него здесь еще семерочка кубков. Это мечты о каком-то взаимодействии, об эмоциях, связанных с вами. Здесь мужчина на вас находится в залипоне, а вы чего-то тут такое отрезали. Вот, значит, мужчина может быть младше вас, такой, знаете, может быть, сделал какие-то глупые поступки, сказал какие-то глупые слова, не подумав, да, потом уже подумал, но было поздно, вы его уже обрубасили. Вот. Или же
Если возраст там практически одинаковый и так далее, то здесь идет уровень зрелости человека, когда он говорит только о письках, сиськах, да, и в принципе его больше ничего не интересует. То есть этому мужчине кажется, что отношения между мужчиной и женщиной, да, это не какие-то там разговоры, общий быт, общие стремления и так далее. А прежде всего это секс. И вот он как бы про этот секс действительно постоянно говорит, он как-то на эту тему все время съезжает. Ну и, видимо, здесь доигрался товарищ, да, не стали вы терпеть, не стали вы это все выслушивать. Как-то так, хорошо. Хорошо, вы его здесь обрубили. И на самом деле вот все, что я вижу, это какие-то его ощущения, да, его ощущения о том, что вы все закончили, его ощущения, что вам нельзя написать, что он не имеет права вам писать, да, вот все это идет через его энергию. Интересно. Хорошо. Угу. Что же он скрывает в целом, да? Вот прям все, что угодно сейчас будем считывать, все то, что нам высшие силы будут посылать, да, из потока, не привязываясь к чему-то конкретному. Он скрывает, что первое, он одинок, у него нет никого вообще. Тут, возможно, это все идет в сокрытие, да, потому что перед вами что-то он там перышки свои распушал и говорил, да, у меня столько таких, как ты, да, я свистну, они прибегут. Ну, свистелка у него здесь немножко поломалась, я бы так сказала. Здесь говорится о том, что он скрывает, о том, что он один, что он находится в глубочайшем, тяжелейшем, депрессивном одиночестве. Это не продуктивное одиночество, когда человек ну, как-то ищет себя, размышляет, анализирует. Это уже полный деструктив, когда человек или пьет, или, вот знаете, сидит тупо уставившись в одну точку. Ему очень плохо. Человеку сейчас очень плохо, очень тяжелое состояние. И у него есть проблемы в той самой сексуальной сфере, о которой он постоянно свистит. Значит, проблемы какого рода? Буквальная импотенция или какие-то там промежуточные проблемы между мужским здоровьем и импотенцией, да, там разное бывает. Вот. И здесь человек знает об этих своих проблемах, может, к доктору сходил, может, что-то там с кем-то попытался, не получилось, а может быть, с вами пытался и не получалось. И вот он скрывает, что первое, у него есть проблема в этой сфере, очень серьезная, которую он уже ну, пытается принять, да, то есть он понимает, что у него есть проблемы. И второе, то, что он находится в одиночестве сейчас, у него депрессия, и он устал бороться за что-то он устал бороться. За вас он устал бороться. Он считает, что, первое, вы ему разбили сердце и погрузили его в состояние колоссальных страданий. Человек считает, что он не сделал ничего такого, за что вы бы его так сильно наказывали. Он очень сильно страдает, и ему, вы знаете, у него такое вот чувство, что он к вам очень долго стучался, очень много чего там напроявлял, да, в вашу сторону, а вы не принимаете, вы не хотите. И здесь идет очень серьезная разница в ваших энергиях. Вы королева, которая сама принимает решения. Мощная, умная, реализованная. Женщина, которая сидит и говорит: слушай, мальчик, сначала подрасти. Да? Я уже выросла из вот этих игр в песочнице. А он все что-то вот пытается до вас допрыгнуть. У него не получается. Но это вот со стороны высших сил.
А с его-то стороны ему кажется, что он приложил массу усилий, да, чтобы как-то вот вас развернуть к себе, да, чтобы вы были влюблены, чтобы вы были сонастроены с ним, а вы ни в какую. Типа капризная королева мечей. Вот вы мечевая королева, а он здесь пажик жезлов, да, человечек Пися, наш любимый персонаж. Вот, значит, скрывает он свое просто сумасшедшее, страдающее состояние, да, то есть человек находится в состоянии страданий. Эти страдания из-за вас, из-за того, что вы разбиваете его сердце раз за разом, не выбирая его, сколько бы он ни старался. И скрывает состояние депрессии и состояние вот проблем с его физическим, мужским здоровьем. У него вообще, вы знаете, такое ощущение, что он реально узнал о том, что он больше не сможет с женщиной спать. Зациклено все на жезле, поэтому о жезле, собственно, и разговор. Да? Значит, как будто бы он узнал, может быть, от врача, да, что все, мужской век твой закончился. Или, может быть, действительно попытался с какой-то женщиной, у него там ничего не встало, не сработало, он очень сильно расстроился, потому что вот думает он только об этом, и как бы мысли его, что все, больше никогда я не смогу быть, ну, скажем так, в мужской силе, да, то есть больше никогда у меня ничего не получится. Ну вот только это скрывает, короче, свои проблемы в половой сфере. Хорошо, давайте посмотрим, какие мысли о вас он скрывает. Какие мысли о вас он скрывает? Он скрывает, что он думает о вас постоянно 24/7. Луна. Он скрывает свою лунную зависимость от вас. И лунная – это не значит, что это только по ночам происходит. Нет, это значит, что это навязчивые мысли. Когда человек с утра до вечера крутит в голове мысли о вас, разговаривает с вами. И, может быть, вы это замечали, да, когда посреди ночи к вам приходит сообщение, или неважно, может быть, там и днем, сообщение без всяких приветов, без вашего имени, да, как некое продолжение разговора. Ну, как будто вы, знаете, человек у себя в голове там что-то говорит, а вам просто достаются какие-то обрывки этих фраз уже в конечном итоге. Вот, значит, он скрывает то, что он вообще постоянно думает о вас. Дальше, какие именно мысли он скрывает? Что вы его бесите своей реализованностью и звездностью. Вы успешный человек. Ну, вот знаете, у всех мерило некого успеха или богатства разное. Да? И, соответственно, на его уровне вы человек очень успешный. Он гораздо менее успешен, чем вы. И его бесит ваш успех. Значит, что он скрывает? Зависть. Зависть к вам. Зависть к вашим достижениям в жизни. Еще что ты скрываешь? Какие мысли? Какие мысли о ней? Мысли о том, что вы единственная любовь его жизни, настоящая любовь, вот настоящая женщина, которую можно вообще в полной мере назвать женщиной. Вы его единственная настоящая любовь, которую он не смог удержать. То есть он думает об этом и скрывает эти мысли от вас. Еще что ты скрываешь? Он скрывает то, что он очень хотел бы вас увести у кого-то. Возможно, имеется в виду какой-то еще мужчина. Да? Здесь, вот понимаете, если сам по себе мужчина не свободен, да, он бы очень хотел покинуть те отношения для того, чтобы с вами вступить в брак.
Если вы здесь не свободны, потому что треугольник выпадает в любом случае, если вы не свободны, он хотел бы увести вас от вашего супруга, партнера, да, для серьезных отношений с вами. И с одной стороны, он очень сильно хотел бы вступить с вами в серьезные отношения. С другой стороны, он их безумно боится, потому что он не привык брать ответственность, и ему абсолютно нечего вам дать. То есть это не мужчина в полном смысле слова, это какой-то мальчик маленький, это какой-то ребеночек. И он понимает, что если бы между вами завязалось что-то серьезное, да, то это был бы союз мамы с вечно нашкодившим где-то ребенком. Да, то есть вот он как-то себе хочется быть мужиком, хочется быть самцом в отношениях, а он понимает, что самец в отношениях это вы. Вот. Вот это все он скрывает. Постоянные мысли о вас, мысли о том, что вы та самая, что вы его любовь, но он вас не смог удержать, зависть к вашему успеху и колоссальное желание выхода из каких-то треугольников и вступления с вами в серьезные отношения. Вот. И желание, и страх одновременно. Вот такие мысли о вас скрывает наш пажик. Благодарю вас. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двоечки. У нас что-то одна позиция лучше другой. Что между вами? Между вами вообще обман. Обман. Интересно, из чего он состоит? Это вы не зря зашли на расклад. Из чего состоит ваш обман? Мужчина очень похож на абьюзера, мужчина очень похож на альфонса, может быть вообще в целом на мошенника некого. Да? Значит, здесь со стороны мужчины следующее. Он беден и бездуховен. Это человек, который ищет шанс на то, чтобы сделать свое материальное положение более высоким, стабильным, богатым, да, более наполненным деньгами. И здесь человек к вам имеет какой-то спортивный интерес, и вообще в целом он очень устал от женщин, очень устал от каких-то романов в своей жизни. Он говорит, ну такое количество через меня прошло или проходит женщин, да, что я уже пресыщен этим, у меня есть только некий азарт, некий спортивный интерес в том, чтобы очередную женщину, ну вот там привести к какому-то результату. Скажем так, вот. Больше ничего у меня нет. Это вот интересно, здесь идет деление на вашу сторону и мужскую. Вот мужская сторона такая. Он устал от любовных историй, он устал от женщин, он ничего внутри себя не чувствует, кроме некого азарта завоевания очередной дамы. Вы же рядом с этим человеком почувствовали себя живой, да? Вы почувствовали себя сексуальной, нужной, важной и счастливой. Этот человек вызывает в вас мечты. Значит, скомпонуя эти два канала и эти две энергии, могу сказать следующее. Общаетесь вы, скорее всего, по интернету, или, если это в реале, то вы только недавно познакомились. Мужчина закидал вас какими-то комплиментами, закидал вас, ну, не знаю, вниманием своим, да, то есть доброе утро, добрый вечер, ты покушала, ты куртку надела. Вот эти вот все мелочи, да, которые подсаживают на определенный крючочек эмоциональный. Значит, мужчина произвел некую такую любовную бомбардировку вас,
А вы в это поверили, вы посчитали, что вот она пришла, любовь в мою жизнь, наконец-то, да, наконец-то я кому-то нужна, вот просто я сама, кто-то ко мне так внимателен и так далее. И вот у вас сейчас, да, развиваются вот эти отношения. Значит, они могут быть на разных стадиях, да, на разных стадиях. Или это только самое начало, когда вы чувствуете себя еще на коне, да, мужчина еще вас идеализирует и создает вот эти все впечатления. Или он уже перешел ко второй стадии, это всегда некое охлаждение, да, отступление в сторону, для того, чтобы посмотреть, насколько вы хорошо висите на этом крючочке. Вот. Но в целом здесь даже вот два отдельных канала, да, собственно говоря, которые показывают, что вы с человеком не вместе. Или виделись, но пару раз, или общаетесь в интернете, не виделись вообще. И начало у нас семерочки мечей весьма красноречивое. Хорошо. Фух, здесь, наверное, будет о чем рассказать, что же скрывает человек. Ну, я думаю, здесь совсем понятно, да? Совершенно понятно. Я смотрю микрофон свой, потому что иногда почему-то не записывается звук. Ну, хорошо не записывается. Проверяю, чтобы микрофон был на мне и работал. Так, что в целом скрывает этот человек? Тут вообще все понятно. Этот человек занимается поиском очень самодостаточных женщин, которым не хватает любви. Да, что он конкретно скрывает? Что он завоеватель и охотник по своей природе. Он очень хорошо чувствует женскую натуру и знает, как взаимодействовать с женщинами. Знает почему? Потому что очень большой опыт, и ему кажется, что все женщины похожи одна на другую, да? Всем нужно одно. Но по сути, знаете, если уж так рассуждать, то всем людям нужно одно. Да, нужно, чтобы мы были кому-то любимы, кем-то любимы, простите, кому-то нужны, чтобы кто-то за нас боролся, чтобы кто-то помогал, да, был рядом, опереться на кого-то. Это нужно всем. Вот он как бы сделал вывод, что все женщины одинаковы. И что он может при помощи своей харизмы, слов, да, какого-то правильного подхода завоевать любую женщину. Вот, значит, что он еще скрывает? Он скрывает, что он ищет самодостаточных королев пентаклей. Ну, что значит самодостаточных? Да? Выглядящих так, что с них есть что взять. Да, он, возможно, в сети просматривает фотографии, да, и смотрит, чтобы женщина была хорошо одета, как-то так, знаете, выглядела как человек с деньгами. Это раз. Но при этом в ее глазах должно быть море печали. Да, то есть, в общем-то, у нее есть дом, у нее есть работа, какие-то денежки, а вот любви и эмоций ей не хватает. Вот он по фотографиям, возможно, по лицам, да, выражению лица считывает подобные эмоции у женщины. Ну и подобные вообще качества. После этого он внушает женщинам любовь, единственную на всю жизнь. Он говорит о том, что это какая-то кармическая встреча, возможно, даже эзотерическими терминами пользуется человек. Говорит о том, что это какая-то самая важная на свете встреча, что мы должны с тобой быть вместе, неважно, во сколько мы встретились, неважно, ты замужем или нет, да, это то самое чувство, вот мы нашли друг друга, родственные души, близнецовые пламена, и все вот туда же, в эту корзинку. Значит, и после этого по башне он все заканчивает, обрушивает женское эго и просто линяет.
перед нами классический альфонс. Девочки, просто классический альфонс, который воспринимает женщину и отношения как работу. Вы его работа. Он это скрывает. Ну, значит, еще карты не открыты. Да? Как правило, следующим этапом у человека возникает какая-то проблема неразрешимая. Значит, заболела мама, заболел ребенок, его держат в плену, нужны какие-то откупные. Вот какая-то такая хренотень, там послал тебе подарок через почту, да, на таможне задержали, нужно заплатить там $2000 за то, чтобы выпустили, переводи вот сюда, приводят какие-то ссылки вам, переведи эти деньги, их должна оплатить ты обязательно, да, не я, и ты получишь роскошное бриллиантовое кольцо стоимостью в несколько миллионов. Ну вот, да, такие сказки тоже бывают. Очень много у меня клиенток с подобными историями, девочки, поэтому знаю все досконально. Если есть какие-то подозрения насчет своего интернет-ухажера, обращайтесь. Но я считаю, вот тут все расписано, дальше некуда. Тут в раскладе, понимаете, хоть он и общий, так много информации для вас, что вы должны уже все понять о человеке. Окей, давайте посмотрим, что он скрывает, какие мысли о вас он скрывает. Какие мысли о вас он скрывает? Посмотрите, карта «Чужие» открывает, как говорится, наш просмотр. Какие мысли о вас он скрывает? Что на самом деле за его красивыми признаниями, за его комплиментами ничего нет. Вы абсолютно чужие люди. Что нет, если честно, даже сексуального притяжения, да, которое вообще у мужчин на первом месте. И все то, что он говорит, вливает вам в уши, да, это все ложь. Мысли о вас, которые он скрывает. У меня к ней ничего нет. У меня к ней ничего нет, какая бы она ни была красивая. Я нашел ее, я ее там выследил. Если вы где-то случайно познакомились, да, то он проанализировал вас на встрече, проанализировал в момент некого диалога и как бы выбрал себе как некую жертву для дойки. Но здесь вот прям практически стопроцентная история в интернете. Это не личное знакомство, потому что он относится к вам очень обезличенно. Понимаете, вы для него, я не знаю, там голос в телефоне, буковки в WhatsApp, фотография, все. Вы для него не живой человек. Он не думает о вас как о личности, у которой есть свои чаяния, своя жизнь. Ну, он не думает о том, что вы человек. Понимаете? Вы для него какой-то объект, фактура для ресурса, для получения ресурса. Вот. Еще какие мысли о вас он скрывает? Он боится, боится он того, что вы прозреете, боится он того, что вы вдруг начнете догадываться на каком-то этапе взаимодействия о том, что все не так, как ему хотелось бы. Понимаете? Что все не так, как он говорит, что вы сорветесь с крючка раньше, чем он получит от вас тот ресурс, который он задумал получить. Девочки, еще хочу предупредить, да, очень сильно участились на личных консультациях другой формат мошенничества, да, вот прям говорю во всеуслышание, чтобы вы знали, думали своими светлыми головушками, да, светлыми, но очень наивными. Иногда эти мошенники приходят не за деньгами, а за вашими эротическими видео, которые потом продаются на сайтах для взрослых. Имейте в виду, если посторонний человек, который пишет вам в интернете, который влез вам в доверие, да, понятно, что это не за один день происходит, там они месяцами могут обрабатывать женщин,
просит, да, мы же так любим друг друга, но я нахожусь далеко, сними что-нибудь эдакое и мне пошли, да, не вздумайте это делать, иначе ваши лица, да, вместе со всем остальным окажутся на сайтах для взрослых. Имейте это в виду. Прямо участились такие случаи. Здесь полная бездуховность. Девчонки прям сейчас вышли с нашего расклада и заблокировали. Это единственное, что нужно тут сделать, понимаете? Будет больно, потому что эмоциональные ловушки уже проставлены, вы уже в них попали. Будет больно, конечно, но вести это дальше не стоит. Будет только больнее и хуже в целом. Благодарю вас, двоечки, троечки. Что между вами? Что между вами? Между вами цикличные отношения, которые то заканчиваются, то возникают вновь. Сейчас идет период какого-то охлаждения, скорее всего. Или, вы знаете, или здесь был какой-то серьезный период охлаждения, а сейчас человек, может быть, вернулся в вашу жизнь. Здесь он уходит и приходит. Он уходит, ну да, здесь или он уже появился, или он вот-вот появится. Потому что здесь вот как будто бы еще молчание, как будто бы еще энергии, которые стоят, по сути, да, но они уже начинают идти к тому, что скоро явление Христа народу произойдет. Хорошо. Угу. Здесь два человека, которые не могут соединиться, потому что, скорее всего, у каждого есть какая-то своя жизнь, да, выстроенная, но и в то же время не могут до конца расстаться. Очень много общения происходит по переписке. Может быть, когда-то у вас с этим человеком были действительно близкие, серьезные отношения. Потом вы расстались, и каждый выстроил свою жизнь. Он женился, вы вышли замуж. И вот он появляется через какое-то время. Начинается переписка, может быть, встреча, развитие некое, да, эмоциональные какие-то привязочки друг к другу. И потом вы ругаетесь, расходитесь, да, и опять, может, там год-два молчания. А потом он снова появляется в вашей жизни. То есть здесь какая-то такая цикличность, которую мужчина провоцирует, да, то есть не женщина, а именно мужчина провоцирует. И вот вы как будто бы и расстаться не можете с этим человеком, и полностью соединиться не можете. Вы действительно не знаете, что по-настоящему происходит в его жизни. У него есть дети, может быть, есть семья, а может быть, он разведен, но с детьми. Для него очень важную роль играют то ли дети, то ли какой-то конкретный ребенок, мальчик. Да? Вот, значит, и здесь мужчина живет отдельной жизнью, вы живете отдельной жизнью. У вас в целом тоже все хорошо. Ваш дом – это полная чаша, у вас есть семья, но, возможно, вы с вашим мужем уже находитесь в неком состоянии одиночества вдвоем, когда нет эмоционального наполнения друг другом. То есть вы общаетесь, вы сотрудничаете, да, растите детей, покупаете что-то, может быть, ездите вместе отдыхать. Но все это некая такая фикция, которая не включает эмоций внутри вас. И, конечно, появление вот этого вашего бывшего, да, это всегда эмоциональный шторм внутри вас, это всегда какое-то ощущение нового смысла жизни. Вот, именно поэтому вы не можете его отпустить. Вот. Ваш муж, он нормальный человек, то есть здесь показано, что у вас есть семья, муж совершенно нормальный человек, но он такой, знаете, может быть скучноватый, может быть у него уже прошла страсть к вам, да, и вы вот прям это сильно чувствуете, да, что он как-то подпривык, что уже вот этого эффекта новизны нет никакого. Вот, значит, в данный момент, если вы еще молчите с вот этим вашим мечевым королем, то вскоре он появится. Вскоре он появится. Или он вернулся в очередной раз совершенно недавно в вашу жизнь. Хорошо. Давайте посмотрим, что же он скрывает.
что же он скрывает. Что же он скрывает? Он, видимо, скорее всего, здесь мужчина тоже женат, да, и он, видимо, все время говорит вам о том, что у него в семье все нормально. У него все хорошо с деньгами, у него все хорошо с женой и с детьми. Ну, то есть у меня все хорошо, но я вот тебе почему-то пишу, да, там что-то вот мне не хватает, каких-то эмоций не достает. На самом деле, что он скрывает? Он скрывает, что в его семье очень серьезные проблемы. Или его жена узнала о его изменах, или он узнал об измене своей жены. То есть здесь идут какие-то выяснения вопросов измены, боли, причиненной кому-то, Господи, кем-то кому-то, Господи. Значит, идет вопрос раздела какого-то имущества. Здесь жена хочет что-то у него такое забрать. То есть в данный момент у этого мужчины происходят серьезные проблемы, да, в его семье с его женой, когда идут постоянные споры, разбирательства, выяснения, очень неприятные. И все это, да, дополнено разделом материальных ценностей. И он понимает, что после этого скандала безумного он потеряет очень много денег, он потеряет какую-то недвижимость, все это достанется его жене. И он внутри себя переживает это все. И момент того, что, допустим, его поймали или он поймал. И вообще вот момент неприятности всей этой ситуации. Да? Значит, и момент собственной вины, и момент собственного стыда, и момент того, что никому никогда не хочется расставаться с деньгами. А ему сейчас придется расстаться с частью каких-то денег. То есть ему, во всяком случае, угрожают тем, что у него что-то заберут. Угрожает его собственная жена, да, то есть как бы, там, может, у нее родственники еще какие-то есть. Вот, значит, он скрывает, что сейчас он буквально борется за свое место под солнцем. Он пытается сохранить самоуважение, он пытается сохранить достоинство в ситуации, в которой ему приходится бороться с некогда близкими ему людьми. Я бы сказала так, он сейчас скрывает некий процесс, который очень похож на развод и раздел имущества. Может быть, это еще не официальный процесс, может быть, это только пока на уровне разговоров, ссор, криков и так далее. Но все это происходит, и он на самом деле переживает сейчас крайне негативные эмоции. Ему хочется убежать из этого всего. Возможно, этим обусловлено его появление в вашей жизни вновь, да, то есть все стало плохо там, у него ощущение, что он ходит по горящим уголькам своей собственной жизни, и он возвращается к вам, ища некого спасения, да, то есть, спаси меня, поддержи меня, какой-то поддержки он ищет. Если он уже объявился, то это поэтому. Если он еще не объявился, то в ближайшее время появится и будет делать вид, что у него все шикардосно. То есть он будет вам говорить: да, шикарно у меня все с женой, вообще замечательно в семье, дети у меня, все хорошо. То есть он вам не расскажет абсолютно ничего из того, что я вижу. Но придет он или уже пришел по одной простой причине. Ему нужна поддержка, потому что он в состоянии аута. Разрушается его выстроенная реальность. Хорошо. Какие мысли о вас он скрывает? Какие мысли о вас он скрывает?
какие мысли о вас он скрывает. Вы знаете, он так рассуждает, сидит, думает на тему, да, на тему. Сейчас у него все разрушается в жизни, да, и он думает о том, что он не хочет быть один, он не хочет быть в одиночестве, и по сути он не хочет никого искать. Наверное, он такой уже взрослый, да, человек. Он задумывается над тем, сможет ли он с вами выстроить полноценные отношения, вот прям семейные, да? Потому что у него здесь есть мысли приехать к вам через какое-то расстояние, начать некий такой, знаете, очень спокойный, ненавязчивый процесс завоевания. Да, и учитывая, что вы тоже в семье и замужем, да, мало того, что процесс завоевания вас, так еще и процесс разрушения вот ваших семейных отношений. Да, так тихенько, по шажочку мы подкидываем уголечки. Вот что-то в этом роде. Вот, значит, и тем временем проверять, а действительно ли вы та самая, да, с которой ему хотелось бы прожить жизнь. Потому что он не уверен. Последнее время вы общались через расстояние, общались циклично, да, не подолгу. Все это заканчивалось там ссорами или какой-то невыясненностью. Поэтому ему нужно как бы проверить, да-да или да-нет. Вот, значит, вот он скрывает первое свое намерение, да, но намерение не соединиться с вами в любовном порыве, а намерение проверить вас, подходите ли вы ему. Ну, то есть, как бы он думает, что вы подходите, да, ему кажется, что он вас любит, но надо проверить в реальности. То есть сейчас у него земля горит под ногами, все разрушается, и ему настолько тяжела мысль о том, что он останется один, что он останется ни с чем в результате, что он уже ищет, чем заполнить эту пустоту. И не хотя никого искать, никого там перебирать, он вспоминает о вас как о женщине, которую он любит. Он тут говорит, что любит вас, потому что туз кубков, двойка кубков. Вот. И любить-то я ее люблю, да, но проверить, сможем ли мы жить вместе, подходим ли мы друг к другу в быту, в каких-то, ну вот таких, знаете, общих вещах, все-таки нужно. Вот. То есть мысли о вас такие, что он вас любит, вы вся прекрасная из себя, звездная, красивая, умная, сладенькая, вкусненькая и все такое, но не факт, что вы сможете жить вместе. И он думает о том, что эту ситуацию нужно проверять. Помимо того, что вас вообще в целом нужно завоевывать, и, ну, по-хорошему так, по-настоящему, да, и в целом нужно еще разрушить вашу семью для того, чтобы вы захотели с ним каких-либо отношений. Вот все эти мысли скопом, они присутствуют у него в голове, вы, безусловно, ему нужны, да, но вот эти вот все этапы, они пока мешают. Вот, значит, все это присутствует у него в голове, и вот все, что я сейчас произнесла, он вам докладывать не собирается. Потому что здесь человек придет, вы даже подозревать не будете о его истинных намерениях. Понимаете, это все будет постепенно, порционно вам выдаваться. А пока он придет с позиции «у меня все классно в семье, все у меня замечательно». Может быть, он даже вести себя будет с позиции того, что вы его должны завоевать. То есть здесь такой хитрый продуман, который действовать будет издалека. Не нахрапом, да, с места в карьер, а вот именно издалека, как бы ненавязчиво, разведывая ситуацию, смотря, что тут у вас, что как, получается, не получается. И только в самом конце вы узнаете все то, что уже узнали.
мои дорогие, на нашем сегодняшнем разборе. Ну что, благодарю вас. Очень надеюсь на то, что наш с вами просмотр, да, позиций с вами срезонировал. Жду ваших комментариев, жду ваших лайков. Если не подписаны, подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте, иначе потеряете его. Ну и как обычно, я хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!